С середины марта 2025 года Турция переживает крупнейшие массовые протесты за последние десятилетия. Улицы Стамбула, Анкары, Измира и других крупных городов заполнены десятками тысяч людей, скандирующих лозунги против правительства Реджепа Тайипа Эрдогана. Поводом для беспорядков стало задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу 19 марта 2025 года по обвинениям в коррупции и связях с террористическими организациями, включая запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана, РПК. Однако за этим громким арестом скрываются более глубокие причины, уходящие корнями в многолетние политические, экономические и социальные проблемы страны. В этом видео мы разберем, что привело к нынешнему кризису, какие исторические предпосылки его подпитывают и как может развиваться ситуация в ближайшие месяцы. Начало протестов. Арест Имамоглу как искра. Экрем Имамоглу, мэр Стамбула с 2019 года, давно считается главным политическим соперником Эрдогана. Его победа на выборах мэра крупнейшего города Турции в 2019 году, а затем переизбрание в 2024 году стали серьезным ударом по партии справедливости и развития, ПСР, возглавляемой президентом. Имамоглу, представляющий оппозиционную республиканскую народную партию, РНП, воспринимается как лидер, способный бросить вызов Эрдогану на президентских выборах 2028 года. Социологические опросы показывали, что он мог бы победить действующего президента, если бы выборы состоялись раньше. 19 марта 2025 года турецкая полиция задержала Имамоглу вместе с десятками его сторонников, включая советников и членов РНП. Обвинения в коррупции и поддержке терроризма выглядели для многих как попытка властей устранить опасного конкурента. Уже на следующий день в Стамбуле начались массовые акции протеста, которые быстро перекинулись на другие части страны. В районе Сарачхани, где находится здание мэрии Стамбула, собрались тысячи людей, размахивающих флагами Турции и портретами Имамоглу. Полиция применила водометы и слезоточивый газ, что только усилило гнев демонстрантов. К 29 марта, спустя 10 дней после ареста, протесты не утихли. По данным Министерства внутренних дел Турции, за это время было задержано более 2000 человек. Из них около 1800 подозреваются в связях с террористическими организациями. Оппозиция называет эти цифры преувеличенными и обвиняет власти в репрессиях. Корни кризиса – политическая поляризация. Чтобы понять, почему арест одного человека вызвал такую бурную реакцию, нужно взглянуть на политический ландшафт Турции. Эрдоган правит страной с 2003 года, сначала как премьер-министр, а с 2014 года как президент. За это время он укрепил свою власть, изменив Конституцию в 2017 году, что дало ему широкие полномочия. Однако его правление сопровождалось постепенной эрозией демократических институтов, ограничением свободы слова, арестами журналистов и давлением на оппозицию. Турция давно разделена на два лагеря – сторонников Эрдогана, опирающихся на консервативные и религиозные ценности, и светскую оппозицию, которая видит в нем угрозу основам республики, заложенным Мустафой Кемалем Ататюрком. Имамоглу стал символом надежды для второй группы. Его успех в управлении Стамбулом, экономическим и культурным центром страны, показал, что оппозиция способна эффективно управлять, несмотря на давление со стороны властей. Исторические параллели с нынешними протестами можно найти в событиях 2013 года, известных как протесты в парке Гези. Тогда мирная акция против вырубки деревьев в центре Стамбула переросла в общенациональное движение против авторитаризма Эрдогана. Жесткий разгон демонстрантов только подлил масло в огонь, и нынешняя ситуация повторяет этот сценарий. Однако в 2025 году протесты имеют более четкую политическую фигуру в лице Имамоглу, что делает их потенциально более опасными для власти. Экономический фактор – усталость от кризиса. Политическое недовольство усугубляется экономическими трудностями. Турецкая лира переживает очередной спад. К марту 2025 года ее курс к доллару упал до рекордных значений, что привело к росту цен на продукты, топливо и коммунальные услуги. Инфляция, которая в 2024 году уже превышала 70%, продолжает бить по кошелькам граждан. Молодежь, составляющая значительную часть протестующих, особенно студенты,
сталкивается с безработицей и отсутствием перспектив. Экономический кризис начался еще в 2018 году, когда лира резко обесценилась из-за конфликта с США и внутренних проблем управления. Эрдоган, несмотря на критику экономистов, настаивал на снижении процентных ставок, утверждая, что это поможет экономике. Однако результат оказался обратным. Инвестиции сократились, а иностранные компании начали покидать рынок. Для многих турок арест Имамоглу стал последним рубежом, символом того, что власти больше озабочены сохранением власти, чем решением реальных проблем. Роль курдского вопроса. Еще одним важным корнем протестов является курдский вопрос. Курды, составляющие около 15-20% населения Турции, десятилетиями борются за свои права. Конфликт с РПК, который длится с 1980-х годов, унес десятки тысяч жизней. Имамоглу обвинили в связях с этой организацией, хотя доказательства остаются спорными. Оппозиция утверждает, что это стандартная тактика властей для дискредитации противников. Курдское население активно поддерживает протесты, особенно в юго-восточных регионах страны. В городах вроде Диярбакыра демонстрации приобрели национальный оттенок, что усложняет ситуацию для Эрдогана. Его политика в отношении курдов всегда была жесткой, но сейчас она рискует спровоцировать еще больший раскол в обществе. Реакция властей и международное внимание. Эрдоган назвал протесты уличным терроризмом и пообещал не допустить дестабилизации. Полиция действует жестко. Помимо водометов и газа, в некоторых районах замечены перебои с интернетом, что, вероятно, связано с попытками властей ограничить координацию протестующих через соцсети. Оппозиция, включая РНП и Прокурдскую партию равенства и демократии народов, ДИМ, призывает к мирным акциям и требует освобождения Имамоглу. Мировое сообщество внимательно следит за событиями. Евросоюз выразил обеспокоенность нарушением демократических норм, а США призвали к сдержанности. Россия, стратегический партнер Турции, пока воздерживается от комментариев, но аналитики считают, что Москва может использовать кризис для укрепления своих позиций в регионе, особенно в контексте сирийского конфликта. Прогнозы. Что ждет Турцию? Ситуация в Турции может развиваться по нескольким сценариям. Утихание протестов. Если власти освободят Имамоглу или смягчат обвинения под давлением общественности и международного сообщества, протесты могут пойти на спад. Однако это будет означать политическую победу оппозиции и ослабление позиций Эрдогана. Эскалация конфликта. Если правительство продолжит жесткую линию, протесты могут перерасти в более серьезные столкновения. Участие студентов и курдов делает этот сценарий вероятным. В таком случае возможно введение чрезвычайного положения, что еще больше поляризует общество. Долгосрочная нестабильность. Даже если протесты утихнут, недовольство никуда не денется. Экономический кризис и политические репрессии будут подпитывать напряженность вплоть до выборов 2028 года. Имамоглу, даже находясь под арестом, может остаться символом сопротивления. Многое зависит от того, как поведет себя оппозиция. РНП уже объявила о переносе части акций в парк Малтепи в Стамбуле, чтобы избежать прямых столкновений с полицией. Если оппозиция сумеет объединиться вокруг Имамоглу, это может стать началом конца эры Эрдогана. Однако разрозненность оппозиционных сил, их давняя слабость, и власти наверняка попытаются этим воспользоваться. Заключение. Переломный момент. Протесты 2025 года в Турции – это не просто реакция на арест одного человека. Это выражение накопившегося недовольства политикой Эрдогана, экономическим упадком и утратой демократических свобод. Корни кризиса уходят в десятилетия политической борьбы, а его последствия могут изменить будущее страны. Пока что ситуация остается нестабильной, и ближайшие недели покажут, сможет ли Эрдоган удержать власть или Турция вступит в новую эпоху перемен.